Скачки давления — это не просто цифры на тонометре. Это головная боль, мушки перед глазами, одышка, разбитость и постоянный страх. А что, если станет хуже? Многие живут с этой проблемой годами, считая, что единственный выход — пожизненно пить таблетки. Что, если мы скажем вам, что у вас есть другой, мощный инструмент влияния на свое давление? И этот инструмент не аптечка, а ваш ежедневный образ жизни. Да, таблетки важны и назначаются врачом, но они борются со следствием. А чтобы устранить причину, нужно внести простые, но невероятно эффективные изменения. Давайте разберемся, какие именно. Первое правило – ешьте природные диуретики и выводите лишнее без химии. Повышенное давление часто связано с избытком жидкости и натрия в организме. Есть продукты, которые мягко и естественно помогают вывести все лишнее, снижая нагрузку на сосуды. Ваша цель – это калий, магний и клетчатка. Калий вытесняет избыток натрия, соли из организма, унося с собой и лишнюю воду. Магний расслабляет и расширяет сосуды. Клетчатка чистит сосуды и помогает контролировать вес. Свекла – это номер один. Нитраты в свекле в организме превращаются в оксид азота, газ, который расслабляет и расширяет сосуды. Например, выпивайте 100-200 мл свекольного сока за час до тренировки или включайте в обед печеную свеклу. Чеснок. Аллицин в чесноке работает как природный расширитель сосудов. Он также помогает снизить уровень плохого холестерина. 1-2 зубчика в день в салатах, соусах или просто проглотив как таблетку, если нет проблем с желудком. Сельдерей. Содержит фталиды, которые также расслабляют сосудистую стенку. Съедайте 2-3 стебля в день как перекус или добавляйте в салаты. Листовая зелень, шпинат, укроп, петрушка. Кладезь калия и магния. Большая горсть зелени в каждом основном приеме пищи. Бананы и курага – легкодоступные источники калия. Банан на второй завтрак или 3-4 штуки кураги в компот. Не нужно садиться на строгую диету. Просто сделайте так, чтобы эти продукты появлялись на вашей тарелке каждый день. Это не лечение, а ежедневная поддержка сосудистой системы. Второе правило – делайте дыхательную гимнастику. Успокойте нервную систему за 5 минут. Стресс – это один из главных провокаторов высокого давления. В момент нервного напряжения в кровь выбрасываются гормоны, которые заставляют сердце биться чаще, а сосуды сужаться. Дыхание – самый быстрый способ дать команду мозгу. Все в порядке, можно расслабиться. Что делать и почему это работает? Метод дыхания 4-7-8, разработанный доктором Эндрю Вейлом. Сядьте удобно, спину прямо. Медленно выдохните через рот. Вдыхайте тихо через нос на счет 4. Задержите дыхание на счет 7. Медленно выдыхайте через рот на счет 8 с легким свистящим звуком. Это один цикл. Повторите 3-5 раз. Почему это работает? Удлиненный выдох активирует парасимпатическую нервную систему, систему отдыха и переваривания, которая снижает частоту сердечных сокращений и расслабляет сосуды. Это ваша скорая помощь при стрессе и перед измерением давления. Делайте это утром, чтобы задать спокойный тон дню, и вечером, чтобы уснуть. Это бесплатно, занимает 5 минут и не имеет побочных эффектов. Третье правило – ешьте меньше белой смерти, но не полностью. Соль задерживает воду в организме. Больше жидкости значит больший объем крови, а это, в свою очередь, большее давление на стенки сосудов. Но отказываться от соли полностью нельзя, это опасно. Медики рекомендуют не более 5 граммов соли в день, примерно 1 чайная ложка без горки. Но главная проблема не в той соли, которую вы добавляете при готовке, а в скрытой соли. Откажитесь от колбас, сосисок, готовых пельменей, чипсов, сухариков, консервов, большинства соусов, кетчуп, майонез, соленой рыбы, фастфуда. Лучше готовьте дома, солите блюда в тарелке, а не в кастрюле. Так вы используете меньше соли, но чувствуете вкус лучше. Используйте травы и специи. Заменяйте соль на смеси перцев, сушеный чеснок,
паприку, куркуму, прованские травы, сок лимона. Это не про безвкусную еду, а про открытие нового богатого мира специй. Через 2-3 недели ваши рецепторы очистятся, и вы начнете чувствовать настоящий вкус еды, а пересоленная пища будет казаться вам неприятной. 4 правило. Делайте регулярную ходьбу. Это лучшее кардио без тренажеров. Сердце — это мышца, и как любую мышцу, ее нужно тренировать. Регулярная ходьба укрепляет сердце, заставляя его работать более эффективно, биться реже, но с большей силой. Это снижает давление в покое. Ваша цель — от 8000 до 10 000 шагов в день. Не обязательно сразу. Начните с 2000 до 3000 шагов. Выйдите на 1-2 остановки раньше, гуляйте в обед, поднимитесь по лестнице вместо лифта. Быстрая ходьба, чтобы вы почувствовали легкую одышку, но могли поддерживать разговор. Ходьба — это естественно, безопасно и не требует подготовки. Она не только тренирует сердце, но и сжигает стресс, помогает контролировать вес и насыщает кровь кислородом. Это лекарство, которое продается бесплатно. 5 правило. Ешьте жирную рыбу. Смазка для ваших сосудов. Воспаление внутри сосудов — одна из скрытых причин гипертонии. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, это мощное природное противовоспалительное средство. Выбирайте скумбрию, сельдь, сардины, дикого лосося, палтус. Употребляйте 2-3 порции в неделю, порция размером с ладонь. Как альтернатива, если не любите рыбу, ешьте льняное семя. 1 столовая ложка в салат или кефир. Грецкие орехи, горсть в день. Рыбий жир в капсулах, но только после консультации с врачом. Омега-3 делают сосуды более эластичными и гладкими, на них меньше цепляется холестерин. Представьте, что вы смазываете ржавый механизм. Именно так омега-3 действует на вашу кровеносную систему. 6 правило. Делайте контрастные процедуры для ног. Это отличная зарядка для сосудов. Ваши сосуды должны уметь быстро и гибко реагировать на изменения, сужаться и расширяться. Контрастный душ для ног или просто ванночки — это лучшая тренировка для этой способности. Предлагаем вам простой способ. Поставьте 2 таза с теплой водой, около 40 градусов Цельсия, и прохладной, около 20 градусов. Опускайте ноги попеременно, 3 минуты в теплую воду, 40 секунд в прохладную. Повторите 3-5 раз, заканчивая всегда на прохладной воде. Почему это работает? Сосуды то расширяются в тепле, то резко сужаются в холоде. Эта гимнастика укрепляет сосудистую стенку и учит ее быть более упругой. Это не экзекуция, а приятная и бодрящая процедура. Начинайте с небольшого контраста, постепенно увеличивая разницу температур. Вы заметите, что ноги меньше мерзнут и отекают, а давление становится более стабильным. Ваш план на ближайший месяц таков. Не пытайтесь внедрить все и сразу. Это верный путь к срыву. Действуйте поэтапно. В первую неделю сфокусируйтесь на дыхании 2 раза в день и ходьбе на 2000 шагов больше, чем обычно. Во вторую неделю добавьте борьбу со скрытой солью. Откажитесь от одного явно соленого продукта, например, колбасы. На 3-ю неделю введите в рацион 2 продукта из списка, например, свеклу и зелень. А позже добавьте контрастные ванночки для ног и жирную рыбу 2-3 раза в неделю. Ваше тело обязательно вас отблагодарит. Цифры на тонометре 120/80 — это не магия, а результат последовательных осознанных действий. Помните, любые изменения в образе жизни, особенно при наличии проблем с давлением, нужно обсуждать с лечащим врачом. Не отменяйте и не меняйте дозировку препаратов самостоятельно. Начните уже сегодня.